Не все сварочные аппараты варят одинаково. Мы продолжаем серию обзоров сварочного оборудования различных производителей, как топовых, так и бюджетных моделей, и с удовольствием с ними вас знакомим. Выбор сварочного оборудования всегда непростое дело, именно поэтому наша компания открыла демонстрационный зал для тестовой сварки, куда мы вас и приглашаем. Научиться варить в аргоне мечтает каждый сварщик. Сейчас на рынке очень много предложений от разных производителей, есть продвинутые аппараты, есть попроще, но неизменно одно. Любой инверторный аппарат для сварки покрытым электродом ММА можно адаптировать под ТИК-процесс, подсоединив к нему вентильную горелку, даже если на этом аппарате нет кнопки или переключателя для аргонно-дуговой сварки. Конечно, опытные аргонщики сейчас забросают меня тухлыми яйцами и скажут, что все это фигня. Алюминий не поваришь, импульса нет, поджиг только контактный, спад нарастания тока отсутствует и так далее. Но как вы поймете, ваше это или нет, для того, чтобы познакомиться с принципом работы ТИК-сварки и просто понатаскаться, нужно не переплачивать, а поучиться сначала на ручнике. Тестировать мы сегодня будем 4 аппарата. Brima Arc 250, южнокорейская Asia 180, Fubac IQ 180, а также самый дешевый ручник, который мы могли найти на рынке, это Almaz 200 бытового класса, стоимостью чуть выше 3000 рублей. Что примечательно, на коробке указано ПВ 100% при 200 амперах. Видимо, дата производства этого аппарата 1 апреля. Итак, у нас есть аппараты, вентильная горелка, баллон с аргоном и редуктором. Тестовую сварку будет проводить сварщик-любитель Виктор, который очень хочет овладеть навыками ручной аргонно-дуговой сварки и который не имеет абсолютно в этом никакого опыта, только теоретические знания. Перед началом работы необходимо провести заточку вольфрамового электрода. Мы это сделаем с помощью специального устройства. В обычных условиях его можно заточить на наждаке либо УШМ. В сети много информации о подборе вольфрамового стержня и его заточке. Еще один важный момент. Подключаем горелку к аппарату на минус, массу на плюс. Будем варить нержавеющую и черную сталь. Проще всего мне было зажечь дугу на Азии, на ней же было комфортнее всего варить. На Бриме и Фубаге я тоже не испытал никаких сложностей. На Алмазе было нелегко разжечь дугу, но после сварка была более-менее стабильная. В целом ТИК-сварка мне понравилась, буду практиковаться. Подведем итоги. Любой аппарат сварки ММА можно спокойно адаптировать для ручной аргонно-дуговой сварки, а именно для постижения азов. И как показали тесты, даже на самом дешевом аппарате это можно осуществить. Но тем не менее, чем дороже и качественнее ручник, тем проще им варить в ТИГе.
Приезжайте к нам в демозал для тестовой сварки. На Сахалине южнокорейский аппарат Асия очень популярен. Я думаю, что большинство сварщиков и не догадывается о том, на что способен их аппарат. На этом все. Удачной сварки и помните, не все сварочные аппараты варят одинаково.